Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим причины и симптомы отравления у собак. Ведь отравление – это одна из самых наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы собак. Отравиться собака может как сама случайно, так и может быть кем-то специально отравлена. И за всю свою собачью жизнь она может отравиться много раз. Тем более, что число возможных контактов с токсинами возрастает с каждым днем. Это и всевозможная бытовая химия, и лекарства, так еще и на улице полно всякой дряни, как случайно выброшенной, так и специально разбросанной всякими нехорошими людьми. Цель данного ролика не научить вас проводить полную дезинтоксикацию организма собаки. Иногда это очень сложно сделать и ветеринарному врачу в условиях ветеринарной клиники. А дать вам такую информацию, которая позволит вам максимально быстро принять меры по распознаванию данного состояния, чтобы в дальнейшем купировать его. Это позволит вам не упустить драгоценного времени до визита в ветклинику. А тем более, что столкнуться с отравлением каждому владельцу собак придется много раз. Итак, какими должны быть действия владельца собаки при подозрении на то, что его питомец отравился? Сначала надо установить, что это действительно отравление. Как правило, это следующие признаки. У животных отмечают слабость, дрожь, обильное слюнотечение, рвоту. Могут быть судорожные подергивания мышц, учащенное поверхностное дыхание, болезненность в области живота, понос, излишнее возбуждение или наоборот угнетенное состояние. И самое главное, что эти признаки отравления появляются внезапно и нарастают очень быстро, достаточно быстро. А то очень часто люди звонят в клинику, придя после прогулки в квартиру, заметив, что их питомец, на их взгляд, ведет себя как-то не так, и что им кажется, что это очень похоже на отравление. Паникуют и просят срочно к ним приехать, хотя там и близко нет никакого отравления. Просто собака немножко выглядит не так, как обычно. Проще всего, конечно, когда отравление очевидно, и собака на глазах хозяина съела приманку для крыс, или он сам дал ей какое-то лекарство, неправильно рассчитав дозу. Хотя в любом случае, как говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть. И в любом случае лучше перезвонить в ветклинику. Иногда наблюдается отравление человеческими лекарствами. Пищевые отравления тоже случаются, но не так часто, как другими токсинами. К пищевым ядам собаки менее восприимчивы, чем люди. Собака в этом плане не такое нежное существо, как человек. Это за счет того, что кислотность в желудке собак очень высокая, которая позволяет переваривать почти все, что в него попадает. И бактерии, и всякую несвежую пищу. При возникновении признаков отравления у собаки владельцу самое главное сохранять спокойствие и определенное хладнокровие. Наверное, это одно из самых главных условий успешной ликвидации последствий отравления. Что бы там ни было, будьте спокойны. В первую очередь необходимо связаться с вашим ветеринаром или ближайшей ветеринарной клиникой. Помните, что чем меньше всего делается без одобрения ветврача, тем лучше. Как оказывать первую помощь при отравлении собак? Смотрите в нашем следующем видеоролике. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!